Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Сегодня я подготовила для вас обзор еще одного очень крутого проекта, история которого началась еще в первом квартале 2021 года. И вот теперь, в апреле текущего года, разработчики наконец-то рады нам продемонстрировать свою бета-версию игры под названием CodeCat. Скажу сразу, что CodeCat – это игра следующего поколения Movie to Earn, в рамках которой пользователи смогут не просто создавать, играть, но и классно зарабатывать. При этом, как вы уже заметили, сочетает она в себе пиксельную игру, созданную, кстати, на базе блокчейна Ethereum и включающую в себя целый ряд других инструментов GameFi для обеспечения еще более захватывающей, легкой и быстрой игры. Что же касается самой легенды игры, то для вдохновения послужила история про легендарного героя китайского романа XVI века, где король обезьян, который, кстати, был рожден из камня, приобрел сверхъестественные способности и через даосские практики смог достигнуть непревзойденных успехов 72 различными силами. Но, как вы понимаете, легенда берется лишь за основу, а ее уже реальным воплощением является 7 NFT-обезьян персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными чертами и особенностями и техническими характеристиками, которые позволяют вам при их наличии получить целый ряд положительных моментов. При этом, как вы уже заметили, самой редкой по численности является обезьяна по имени King, общая сумма которых будет составлять в игре всего лишь 66 экземпляров, с наивысшим процентом рентабельности от всех ваших инвестиций в 98%, что, считаю, очень даже неплохо. Если же говорить о деталях самой игры, то CodeCat – это однопользовательская игра, где вы вправе выбрать для себя бесплатную учетную запись. И вы всего в пару кликов сможете настроить себе своих бесплатных NFT-обезьян и зарабатывать с их помощью свои USDT, как на активном, так и на демо-счете. То есть вы, как игрок, можете управлять своим персонажем обезьяной, чтобы сделать впоследствии свой прогноз и пройти испытание со свечой и решить, будет ли она сейчас расти или же падать. Отмечу, что каждая свеча эквивалентна сложным ценовым свечам биткоина, которые отображаются в игре в режиме реального времени. Поэтому вашей главной задачей будет предсказать в течение каждой последующей минуты, какой будет по цвету следующая свеча – зеленый или же красный. Однако обращу ваше внимание на то, что CodeCat не продает и не торгует биткоинами. Все, что они делают, это последовательно показывает отображение свечей с крупнейших бирж мира, где вы, угадав направление, то есть когда ваш прогноз совпадает с движением рынка, вы выигрываете свое вознаграждение в размере от 95 до 98%, в зависимости от того, каким персонажем NFT обладаете. При этом, если ваш прогноз оказался ошибочным, то вы как игрок понесете убытки, которые по своей сути могут иметь право на страховку, в зависимости от общей суммы проигрыша за каждый ваш такой уикенд. Но напоминаю вам, что в CodeCat есть как лайв-режим, где вы используете свои реальные средства, так еще и демо-счет, использовать который вы также можете в качестве своего обучения, но уже с виртуальным фондом. Также для вашего удобства в разделе «Документ» доступна подробная статья, которая объясняет специфику заработка в игре, от чего она зависит и что на нее влияет. И да, кто уже успел заметить, то игроки, у кого будет в наличии CodeCat или же King NFT, смогут получать еще и дополнительные еженедельные прибыли, которые будут начисляться им из доступного казначейства сообщества, формироваться которое будет из игровой прибыли самой платформы. Что, согласитесь, также звучит весьма привлекательно и интересно. Что же касается токена данного проекта, то напомню вам, что создан он на базе Ethereum с общей суммой поставки в 150 миллиардов коке, большая часть которых будет распределена на казначейство, геймплей, стейкинг, экосистемный фонд и команду самого проекта, который, я напомню, работал над созданием игры еще с начала прошлого 2021 года, что, считаю, вполне оправдано. Да и вообще, как вы уже возможно заметили, геймплей игры выглядит максимально просто и понятно. Вверху виден ваш баланс и ID, а внизу весь другой функционал, в рамках которого нам необходимо будет выбрать сумму, на которую мы хотим сделать свою ставку, и дождаться времени, чтобы впоследствии нажать на кнопку Pump или же Dump. Я предполагаю, что свеча будет зеленой, поэтому нажму Pump. Немного жду и вижу, что мой прогноз оправдался, и я подзаработала. Что ж, попробую еще раз и снова нажму Pump.
Ох, смотрю, свеча все никак не определится, и большую часть времени она краснеет. Но в итоге она маленькой, но все же сформировалась зеленой, и получается, я вновь заработала, что лично меня радует. Так что, дорогие друзья, кому понравилась данная тема, обязательно переходите по ссылкам, указанным в описании, и знакомьтесь с CutCat более подробно, уже и самостоятельно. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора. Хорошего всем дня, удачи и пока-пока!